До выхода Atomic Heart остается меньше месяца, а она уже наделала много шума в сообществе игроков. И это неудивительно. Это, наверное, первая российская игра подобного уровня. Приятная графика, интересный геймплей, уникальный сеттинг. Казалось бы, вот она, игра мечты. Да еще и последняя надежда русского геймдева. Со стороны оно так и выглядит. Но так ли это на самом деле? Конечно, наверное, рано еще об этом говорить, ведь игра все еще не вышла. Но интерес к ней нагнетается все сильнее с каждым днем уже сейчас. И естественно объявились так называемые тревожные звоночки, исходя из которых можно предположить, что игра скорее всего не оправдает ожиданий игроков, а может даже полностью провалится. О первой причине вы и так прекрасно все знаете, это становление Atomic Heart эксклюзивом в VK Play. И проблема в том, что страницу игры в Steam заблокировали для СНГ региона. Да, покупать игры в Steam сейчас не самое удобное решение, но зачем было блокировать страницу? Те, кто хотят, и так бы купили. Нет ничего плохого в продаже в нескольких магазинах, но никогда разработчики забирают у людей выбор. Очевидно, что Mail.ru банально подкупили студию Mindfish, потому что блокировку страницы в Steam никак нельзя назвать адекватным действием. Вывод: студия Mindfish слишком продажная. Ради денег они пожертвовали доверием и репутацией среди игроков, которые искренне ждали игру. Так что игру ждем на торрентах. Хотя в ближайшее время спиратить игру тоже не получится. Вторая причина, по которой Atomic Heart вряд ли будет хорошей игрой, это добавление в нее защиты от пиратства Denuvo. Проблема в том, что зачастую по-настоящему хорошие игры эту защиту не добавляют. За примерами далеко ходить не нужно. Ведьмак, Divinity или Pathfinder. И это еще только крупные проекты. Есть еще сотни шедевральных инди-игр, которые также не имеют защиты. И ведь все эти студии не разоряются от пиратства, потому что если игра хорошая, ее купят в любом случае. В современных AAA проектах защита присутствует почти всегда. И знаете, глядя на последние вышедшие игры, их не то что покупать не хочется, их не хочется даже пиратить. Видимо, разработчики Atomic Heart сомневаются в качестве своей игры, раз пытаются хотя бы на время спасти ее от пиратов. Конечно, я надеюсь, спустя полгода они вырежут Denuvo, как, например, это сделали с Metro Exodus и с новыми Resident Evil. Использование Denuvo обходится разработчикам примерно в 140 тысяч евро. Согласитесь, это далеко не маленькая сумма. Mindfish могли потратить эти деньги на улучшение самой игры, а не на попытку защитить ее. А ведь еще Denuvo влияет на производительность. Учитывая далеко не самые лояльные системные требования Atomic Heart, откровенно странное решение дополнительно ухудшать оптимизацию, в то время как они могли потратить эти 140 тысяч евро на улучшение этой самой оптимизации. Что-то мне подсказывает, что игра будет лагать даже на топовых конфигурациях. Третьей причиной является чрезмерный пиар игры. Чем выше летишь, тем больнее падать. Куча трейлеров, роликов по игре, интервью, эти кринжовые мультики. Они даже сделали целый зал в стилистике игры, пригласив туда известных игровых журналистов и блогеров. Ну, тех самых, которые никогда не дают объективную оценку того, что они обозревают, по типу Вилсакома. Студия также получила финансирование от компаний Tencent и Gaijin Entertainment. Думаю, у Mindfish нет проблем с деньгами, и после релиза мы увидим множество проплаченных обзоров от так называемых игровых журналистов. На сайте компании мы видим такую фразу: мы поставили перед собой цель – выпустить игру, которую можно поставить в один ряд с такими играми, как Bioshock, Fallout и Doom. А сразу после: мы не копируем, мы создаем новое. Первичность идей – основа нашей философии. Это и есть наша ДНК. Создание первичного контента, который сам становится референсом. Что же мы видим в записях геймплея? Унылые скиллы из Биошока, которые также вылетают из руки. Всратый гипертрофированный сеттинг советского ретро-футуризма, который совершенно случайно напоминает неуместный ретро-футуризм новых Fallout'ов. И Doom, из которого взяли, наверное, количество врагов и музыку от Мика Гордона. Видимо, после увольнения из Bethesda ему приходится побираться здесь. Игра, которую можно поставить в один ряд с такими играми, как Bioshock, Fallout и Doom. Я крайне сомневаюсь, что не возьмут из этих игр только хорошие. Глубокий и сложный сюжет Биошока, атмосфера, проработка и юмор персонажей первых Fallout'ов, динамичные бои из Дума – вряд ли. Это и является четвертой причиной. Судя по геймплею, нас ждет довольно посредственная игра с медлительными сражениями, элементами открытого мира, иммерсивностью на уровне Скайрима, кринжовым сеттингом и неинтересным и заезженным сюжетом.
И при всем при этом Atomic Heart очевидно копирует механики других игр, не перенимая их реальные достоинства. Ведь Bioshock это не про магию из руки, а Fallout это не про ублюдскую атмосферу ситкомов 80-х. Но, видимо, разработчики этого не понимают. Какой можно сделать вывод? Скорее всего, Atomic Heart это чисто коммерческий проект. Это подтверждает продажность разработчиков и такая массовая рекламная кампания. Геймплей на данный момент выглядит максимально посредственно. Он копирует механики других игр, да и сам экшен находится на уровне инди-проектов. А нелепый ретро-футуристический советский сеттинг взят, к сожалению, из отвратительных фоллаутов, а не из книг Стругацких. Последняя надежда остается на сюжет, несмотря на то, что Mindfish не объявляет, кто у них является сценаристом. Но я очень сомневаюсь, что у них получится сделать реально интересную историю. Конечно, возможно, Atomic Heart кажется плохой игрой только на первый взгляд, и на деле она будет лучше. Может, игра действительно окажется шедевром с гениальной историей и неплохой оптимизацией. Но пока первое впечатление остается не самым приятным. Atomic Heart уже точно не провалится с финансовой точки зрения, но вполне может как художественное произведение. Будут ли его вспоминать десятилетиями и перепроходить множество раз, или спустя год нас ждет раздача в Epic Games Store, как это было с третьим Borderlands. Но да, на данный момент это действительно первая российская игра подобного уровня, но только в техническом плане. Обидно, что по-настоящему талантливые российские студии не получают никакого финансирования и вынуждены работать почти за бесплатно. Но они хотя бы оставляют после себя шедевры, которые люди будут помнить долгие годы. Ведь они создают свои игры не ради быстрого дохода, а ради идеи. 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца!